по щелчку пальцев, да? То есть это должно появиться, и это сразу материализуется на нижнем уровне вибрации, на котором существует материя. Материя — это самый низкий уровень вибрации. И да, это концентрация, они нарабатывают концентрацию. Так вот, люди, ответ от материального мира начинает приходить только спустя какое-то время. Когда чаще всего происходит что-то негативное, путь тебе всячески будут сыпаться цветы. То есть у каждого разная энергетика, и она работает по-разному, да, рабатывается, и ее очень трудно держать. Мир ты несешь, влияние какое ты оказываешь. Поэтому, потому что есть в этом вот как раз... Всем привет! С вами Виктория Де Моро, и вы на моем канале о духовности. Те люди, которые обращают внимание на саморазвитие, да, очень много пропагандируется вот это вот состояние «я творец, я сам создаю свою реальность». Да? И у многих возникает вопрос: если я сам создаю реальность, то почему в моей реальности так много всего негативного и так много происходит чего-то плохого, да? Даже вот пример, на который обратил внимание мой брат, когда я ему пыталась пожаловаться о том, что я снимаю видео, а мне в комментариях хейтеры пишут, да, крутят пальцем у виска, да. Когда я пыталась ему об этом сказать, он говорит: ну а как, если ты создаешь сама свою реальность, то получается, что ты сама создала этих хейтеров, да, чтобы они тебе написали. Так вот, хочу ответить на этот вопрос. Да, мы сами создаем свою реальность. И это происходит не мгновенно. На самом деле, вот эта наша божественная частица сознания, часть, да, Бога, на основании которой все и говорят, да, что мы творцы, и там, я Бог, да, из-за вот этой частицы об этом же все говорится. Так вот, сам по себе Бог — это уже и все, и ничего. То есть в нем ничего нет, и все есть одновременно. И получается, вот эта вот часть высшего сознания, да, Бога, она может считать, что она способна создавать все, что угодно, и это все по щелчку пальцев, да? То есть это должно появиться моментально. На самом деле, ну, как бы Бог — это нереализованный потенциал, да, в котором есть все. То есть есть сразу все. То есть для этого там нету цепочки, чтобы я получил там вот такую-то реальность. Мне нужно пройти по шагам, да, от А до Б, от Б до С, да. То есть вот этой вот цепочки действий, которые нужно предпринять, чтобы проявилась какая-то вещь или реальность, там этого нет. И так как в нас есть вот эта вот часть, мы думаем, что... То есть у нас автоматически, да, образуется мысль, что если я творец своей реальности, то эта реальность создается вот так автоматически на основании того, что у меня только появилась мысль в голове, и это сразу материализовалось. На самом деле это не так. Из-за того, что мы живем на каком уровне вибрации у нас материя существует, да, то есть какой там 3-й, сейчас 4-й уровень, то есть из-за того, что мы живем, мы не в самом Боге сейчас находимся, да, а мы находимся на нижнем уровне вибрации, на котором существует материя. Материя — это самый низкий уровень вибрации. И чтобы вот эта вот мысль, которая оттуда пришла, да, из потенциала пришло то, что должно реализоваться здесь, чтобы попасть сюда, на вот этот низкий уровень вибраций, претерпевает очень много трансформаций — это раз, и время — это два. Из-за этого существует, ну, так как мы все в матрице, мы знаем же, да, как работают вот эти компьютерные программы, и что вот это вот прорисовывается там, если там ты туда не смотришь, то там этого нет, да, и только это прорисовывается, когда ты смотришь, да, как луч внимания. Да, мы это все знаем. И то же самое там же говорится про временную задержку, да, то есть картинка в нашей жизни также может прорисовываться с временной задержкой. И получается, когда... Но это, кстати, работает не у всех. Почему не все ощущают себя творцами своей реальности? Потому что, во-первых, основная масса людей не умеет концентрироваться
на чем-то одном длительное время. А это практики буддийских монахов. Самые первые ступени, да, это концентрация. Они нарабатывают концентрацию. Так вот, люди чаще всего не умеют концентрироваться на чем-то одном, сосредотачиваться, фокус внимания своего. Долгое, длительное время. Из-за того, что длительное время они не умеют сосредотачиваться, та мысль, да, та вещь, которая хочется, да, то желание, которое должно здесь материализоваться на этом уровне, оно, получается, как бы не фиксируется, что ли. Ну, то есть, если мы лучом своего внимания, вот этой концентрацией, не зафиксировали эту вещь, да, это как вот поток сознания, если мы вот этим потоком сознания не держим наше желание, то оно, по сути, и не реализуется. Вот. Но даже если мы его держим, нам нужен какой-то промежуток времени. То есть какой-то временной разрез он нужен, да, чтобы произошли какие-то события, и это материализовалось здесь уже. Ой, даже чихнула, правда. Так вот, это первое. То есть первое, мы не умеем держать люди, да, основная масса людей не умеет держать концентрацию внимания долгое время на одной вещи. Вот. Второе, это то, что так называемо, это проверяют нас, мы на самом деле мы сами себя проверяем. Опять же, если мы длительное время держим, да, свое внимание на какой-то одной вещи, то, не знаю, Бог, пространство, то есть все равно нас будут проверять на действительно мы, как бы нам это надо. То есть нас проверяют на то, что ошибаемся мы или не ошибаемся. То есть это действительно твое или это не твое. То есть если у нас появляется сомнение, вот временной промежуток вот этот, до материализации этой вещи, если у нас появляются сомнения в том, что нам действительно это нужно, что это та вещь, да, то желание, тот сценарий жизни, то, что нам нужно, да, в жизни. Если мы как бы сомневаемся, то пространство нам всячески вот это будет показывать. То есть мы как бы не уверены. Мы вот держим внимание на этом. То есть я вот хочу снимать видео, да, высказывать свои мысли и доносить какую-то пользу людям, да. Хочу самовыражаться, поэтому я снимаю видео на YouTube, да, и тем самым, как бы концентрируя на этом свое внимание, я говорю как бы миру, Вселенной, Богу, да, что мне это надо. Это вот эта вещь мне нужна. То есть вот этот вот сценарий мне нужен. Но он начинает материализовываться, да, то есть как бы ответ от материального мира начинает приходить только спустя какое-то время. Вот. И он начинает приходить спустя какое-то время и еще проверять тебя, на действительно ли тебе это надо. Из-за этого вот эти вот все, хейтеры — это вообще отдельная тема, да, но, допустим, вы хотите куда-то, не знаю, или поехать, или что-то, курс какой-то новый хотите пройти, да, или что-то, не знаю, купить чего-то хотите, не знаю, ставите себе цель, прописываете там шаги какие-то, да, к этой цели, и на пути вот к этой цели у вас каждый раз будут возникать вот это вот как бы мир, то есть проверяет, как бы тебе действительно это надо или нет. То есть как бы если тебе действительно это не надо, то, в общем-то, у тебя есть возможность свернуть. То есть мир каждый раз пытается тебе не то что уколоть, да, или подсунуть какую-то гадость. Нет. Бывает, что наоборот, цветами тебя заваливает, да. То есть, но когда чаще всего происходит что-то негативное, то, что не подкрепляет твою вот эту вот дорогу, это и есть проверки. То есть, как бы, если наоборот подкрепляет, да, там тебе все там, лайков куча, комментариев, да, хороших, да, цветами тебя завалили, вот. Это, наоборот, подкрепляет твою уверенность, что ты правильно идешь. Такое тоже бывает. Вот. И, как правило, такое бывает, когда люди изначально не
это вот еще такой момент. Если у вас присутствует стопроцентная уверенность, да, чаще всего это соединение с собой, когда нету блоков, чаще всего там это когда люди в нормальных семьях, да, росли, где всячески близкие люди их поддерживают, да, тем самым образовывается как бы паттерн поведения, когда ты уверен в себе. Вот. И вот эта вот уверенность в себе и чувствование себя, ты чаще всего выбираешь свой путь. Тогда вот на твоем пути, если это твой путь, тебе всячески будут сыпаться цветы, да, и подтверждение, что ты на своем пути. Вот. Но бывает так, потому что есть еще моменты, которые... То есть у каждого разная энергетика, и она работает по-разному. Да? То есть если... Например, если у меня есть энергия на как бы движущая сила, да, на там, преодоление, то есть это такая как бойцовская энергия, если она у меня есть, то мне мир всячески будет давать те ситуации, да, на преодоление, то есть чтобы я реализовывала эту свою энергию. То есть вот такой момент еще может быть, да. Поэтому настолько важно чувствовать себя, чувствовать как бы свой путь, что, ну, это, я не знаю, мне кажется, это самый главный навык, который должен быть у каждого человека. Соединение со своим высшим я, со своим высшим потоком. Ну, это прям вот, это вот 1000% как бы будет давать реализованность и наслаждение жизнью. Ну, я думаю, что вообще можно другого ничего не делать. Просто дальше, когда ты соединен с собой, чаще всего это с осознанностью связано, да, то есть сама по себе осознанность, она не бывает без соединения с собой. То есть, когда ты соединен с собой, ты осознаешь себя осознаешь, по сути. То есть свой ответ с внешним миром. То есть ты осознаешь, что происходит. У тебя есть соединение с собой, и ты осознаешь, что происходит. И это вот и есть осознанность, она чаще всего там... Если взять там тех же самых буддийских монахов, они практикуют это, чтобы было 24/7, она чтобы всегда была включена. На самом деле она нарабатывается, и ее очень трудно держать, потому что наш мозг как раз работает вот по этим одинаковым паттернам поведения. То есть в мозгу прописываются программы, по которым он привыкает мыслить, и он мыслит только вот этими шаблонами. Вот. И то есть в этих шаблонах там нет никакой осознанности. И на самом деле, вот если мы живем из мозга, у нас нет соединения с собой, у нас чаще всего и нет осознанности. Мы не осознаем, что происходит, у нас работают вот эти автоматические программы. То есть мы как биороботы живем. Так вот, когда мы живем как биороботы, и у нас нет соединения с собой, тогда мы также не будем ощущать себя творцами своей реальности. Значит, первый пункт был, это то, что нам нужно обязательно нарабатывать концентрацию внимания, да, чтобы быть творцами своей жизни, своей реальности. Второе, нам нужно быть уверенными в том, что мы хотим видеть в этой своей реальности. Быть уверенными в своих желаниях, да, держа свою концентрацию и проходя проверки, которые мир все-таки будет присылать нам, эти проверки. Либо, если мы попали 100% на свой путь, то может быть даже проверок не быть, а будут фанфары и засыпят нас цветами. Да? Вот. И третий пункт, почему мы чаще всего не ощущаем себя творцами своей реальности, и, наверное, это самый главный пункт, то, что мы просто не верим в это. Мы не верим в свою силу. Мы не верим в то, что мы сами создаем реальность эту. Кстати, вот мы не верим в себя, потому что мы не получили внутреннего подтверждения, ощущения своей силы. Вот. Когда мы получаем подтверждение ощущения своей силы внутренней, просто сила несет за собой ответственность. Сила — это не то чтобы равно ответственность, это еще сила — это твое осознание, то, что у тебя есть сила, и то, что ты, выражая эту силу или реализуя эту силу, влияешь на
жизнь, влияешь на пространство, ты влияешь на мир. То есть вот эта прямая связь, ощущение своей силы дает понимание того, что ты отвечаешь за то, куда ты эту силу применяешь, за то, какое влияние в этот мир ты несешь, влияние какое ты оказываешь. Поэтому если мы внутреннего ощущения, да, подтверждения не получили, что мы не почувствовали вот эту силу в себе, да, мы всячески будем не верить, что мы сами создаем свою реальность, что мы сами создаем свою жизнь, что мы будем думать, что мы никто, звать нас никак, что мы ни на что не влияем, мы как этот листик на ветру, куда ветер подул, туда он и полетел. Вот. На самом деле это очень хорошее состояние тогда, когда мы соединены с собой и мы доверяем своему потоку. Вот. Потому что есть в этом вот как раз небольшой такой обман, что ли, потому что когда вот я тоже на пути поиска себя, да, когда я искала ответы, да, на свои духовные вопросы, на то вообще, кто я, почему есть что-то высшее, да, и почему все духовные учителя, да, которые достигли там просветления, да, преклоняются перед высшим и говорят, что, что мы должны подчиниться этому высшему. На самом деле это не так. То есть они говорят так. Почему? Потому что они уже соединены с собой, они уже являются, по сути, одним целым с этим высшим. И это это не подчинение. То есть когда ты вот листик на ветру, когда ты себя не осознаешь, и ты просто не знаешь, куда, не знаешь своих желаний, кто ты, куда тебя несет вообще этот ветер, для чего он тебя туда несет, что тебя там ожидает. Когда ты вот этого всего не знаешь, а не знаешь ты почему, потому что не соединен с высшими смыслами. То есть ты не видишь даже подсказок своего истинного пути. Поэтому из-за этого ты чувствуешь себя каким-то никчемностью, да, кем-то, что тебя ветер несет, и есть какие-то внешние враги, которые могут тебя еще убить, да. То есть, что мир, он враждебен, еще вот это вот состояние, это тоже не соединение с собой. Если человек считает, что мир — это что-то враждебное, то у него нет внутреннего состояния, у него точка внимания вовне идет, не внутри, а вовне. Потому что когда у тебя точка внимания внутри, точка опоры, да, когда ты соединен с собой, соединен со своим высшим потоком, тогда ты никогда не будешь думать, что что-то есть вовне, потому что ты знаешь, где ты, потому что мы все внутри все-таки находимся Бога, как его часть, да, и все здесь складывается по определенным тоже правилам или принципам, да, для определенных задач. То есть вот эта вот запрограммированность да, что все, нет свободы выбора и все можно предсказать, потому что все это запрограммировано, это тоже не совсем правда, потому что конечной цели мы все равно не знаем. Даже если мы соединены со своим высшим началом, да, у нас остается неизвестное, остается. Потому что если бы у нас было все известное, нам вообще не было бы смысла здесь рождаться и что-то делать. Тогда было бы известно, и мы бы как роботы выполняли бы, шли бы по шагам, да, вот этого алгоритма прописанного. Не было бы смысла тогда. Вот, поэтому все равно даже при соединении со своим высшим началом конечной точки мы все равно не будем знать. Мы будем примерно знать. То есть мы будем какие-то подсказки получать, да, направления, напутствия так называемые. Да, и все, что будет приходить в этом соединении, это будет приходить, вот как мне это приходит, да, это как ясное знание приходит. То есть я не знаю откуда, но я знаю, что вот это истина, я знаю. Потому что
как сказать, логическим умом это не объяснить. То есть логически ты не можешь это разложить, потому что это могут быть совершенно невероятные даже решения, которые, ну вот это вот, знаете, это на уровне вот как бы интуицию люди чувствуют, да, это вот как интуиция тоже, да, когда человек чувствует, что там мне не надо там на этот самолет садиться, и он потом разбивается, он себя послушал и не сел. Откуда он это решил? Что он логически что-то просчитал, какие-то там пути предсказал, что-то? Нет же, да? Это как бы совершенно логикой необъяснимо. То есть логическим умом это объяснить нельзя. Это на уровне больше чувствования, да, яснознания, ясновидения. Вот, ну, как хотите это объясняйте, но это так. Это вот так и есть. Вот. Поэтому это вот очень важно соединиться с собой, со своими высшими началами. Тогда это дает силу, и ты ощущаешь свою ответственность за то, что ты вообще делаешь, как ты выражаешь себя в этот мир, и какое влияние ты на этот мир несешь, оказываешь. Да? Это третий, наверное, пункт, который должен быть обязательным и, наверное, первым. Это вот вера в себя, ощущение, то есть уверенность, да, ощущение того, что у тебя есть сила и сила творить эту реальность и, соответственно, ответственность за то, что ты творишь вообще. Вот. И это я хотела вам донести как ответ на вопрос, как мы создаем, да, свою реальность и почему в этой реальности могут быть какие-то негативные проявления, которые мы не заказываем даже, да. Вот. На самом деле есть еще теория или предположение, что все негативные, ну то есть это есть еще в разных науках, да, в Кабале еще, то, что наш мир это оно как зеркало отражает наше как бы внутреннее состояние. То есть если у нас внутри есть какие-то, не знаю, червячки, блоки, что-то плохое, да, то это плохое будет проявляться, подсвечивать. Мир будет нам это проявлять всячески. То есть это как бы он будет нам показывать, с чем нам нужно поработать. Ну, в моем случае, если, допустим, то, что я снимаю, выкладываю, и там люди пишут, понятно, что как бы хейт это просто не объяснишь, потому что есть люди больные, которым просто... Вот я выражаюсь сейчас на камеру, да, то есть я реализую фактически свое желание что-то говорить, да, что-то людям вообще отвечать, да, то есть я выражаю свое желание. Вот. А есть люди, которые выражают то, что они хотят, вот, таким вот как бы неэкологичным способом, да, выражая всячески свой там негатив или какие-то там свои претензии в виде таких вот там комментариев, да. Вот. Это вот один момент. Другой момент, например, если я вижу, что люди пишут, что ну, они даже не понимают, да, то, о чем я говорю. Возможно, да, мне стоит обратить внимание там, на какую-то доказательную базу, да, и больше приводить там примеров, да, подсвечивать связи, да, больше там, с научными, да, доказательствами. Тогда, может быть, станет понятнее людям. Да? То есть это тоже вот как звоночки. Поэтому на самом деле все вот как бы как на это посмотреть, да, то есть и как бы наша реакция это на самом деле она ну как бы наша, это мы выбираем, как нам реагировать, да, то есть кто-то что-то проявилось, да, в твоей жизни, не знаю, наступили тебе на ногу, да, кто-то там орет матом, до какого ты вообще не смотришь, куда наступаешь, да, а кто-то просто там ойкнул и сказал, ну, ты смотри в следующий раз куда, да, то есть как бы есть кто-то, кто негатив сразу выплескивает, у него просто накопилось вот у нас внутри, если мы не умеем работать со своими эмоциями, да, вообще не умеем работать с информацией и с собой, да, мы можем вот как бы, когда бочечка уже переполнилась, да, и вот этих эмоций,
Да, мы можем всячески так вот реагировать негативно и взрываться, выплескивать этот вот негатив. Вот, очень плохо, если такое происходит, там, вы выплескиваете там, на своих близких. Это вообще просто трэш, потому что близким приходится, извините, терпеть и выносить ваше вот это вот «г». Ну, кому это надо? Это никому не надо. Вот. На самом деле каждый человек должен уметь работать со своими эмоциями и уметь вообще как-то проявляться экологично. Вот. Я не говорю про то, что мы должны сдерживаться. Нет. На самом деле вот сдерживать это хуже всего. Если вы пытаетесь сдержать в себе какую-то эмоцию, это хуже всего на вас же и скажется. Поэтому даже если вы кого-то матом хотите обложить, но вы себя сдерживаете, лучше обложите матом. Вот. Потому что в следующий раз вы просто как бы поработаете над собой, да, и поймете, почему вы так, да, и чтобы это в следующий раз не проявлять, да, то есть вы это исправите. Но когда вы не выражаете, да, вот это вот, что у вас накопилось, и у вас просто не предоставляется возможности это исправить. И это может как бы спрессовываться, копиться, да, копиться, спрессовываться, как пружина, а потом выстрелить так, что у вас может потом быть и депрессия, и какие-нибудь там, не знаю, истерики или еще что-то, да, то есть, это тоже не экологичное проживание, поэтому с собой нужно работать, со своими эмоциями нужно обязательно работать. Кстати, наверное, на тренинге тоже я это сделаю. Есть у меня некоторые наработки, материалы о том, как работать со своими эмоциями. Отвечая на вопрос, являемся ли мы творцами своей реальности, да, мы являемся творцами своей реальности. Вот. Даже если мы в это не верим, это происходит. Даже если мы ощущаем себя заложниками, рабами матрицы, заложниками ситуации, что есть у нас внешние враги и что все нам мешают, да, реализовываться, жить счастливо. Даже в такой ситуации мы все равно являемся творцами своей реальности. Это означает только одно, что мы просто не соединены с собой и не знаем свою силу, не знаем своего влияния на этот мир. Вот. Как узнать? Подписывайтесь, ждите анонса на мой тренинг, который будет посвящен тому, как соединиться с собой. Там будут даны практики от быстрых и коротких до сложных и трудных, но действенных 100-1000%. То есть все эти практики, которые будут даны, они проверены на мне, они точно действуют. И если вы готовы, если вы имеете желание соединиться с собой, и, наконец-то, управлять своей жизнью, создавать свою реальность, видеть вообще, как вы влияете на свою реальность, вот, то до скорых встреч на тренинге. Ждите анонс. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь, кому что было полезно. Отправляйте друзьям, знакомым. Может быть, кому-то тоже пригодится эта информация. Берегите себя. Хорошего вам времени суток. На этом все. Пока-пока. Ой, уже видео идет. Так, а говорила я о том, как работать со своими эмоциями. Вот, к чему я это говорила, я опять забыла. И это вот, я говорила какому уже, ко второму пункту. Я забыла опять, к чему я это говорила.